Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня с вами поговорим о любви Хюррем и Сулеймана. Великолепный век прогремел уже много лет назад, но по сей день идет обсуждение сериала. Многие моменты выдуманы, но есть и верные события. Именно поэтому многие считают, что сериал исторический, но я бы его отнесла к художественному, так как в нем много выдуманных событий. Самый длительный и масштабный спор по сей день остается по поводу сладкой парочки Хюррем и Сулеймана. Не все поверили в их любовь. В сериале мы можем провести параллель и выяснить или хотя бы предположить, как могло быть истинные намерения султанши, но вот в истории это вряд ли. Даже самые лучшие историки и археологи не способны ответить на этот вопрос. Что же было в сердцах у этих людей? Любила ли Хюррем так же сильно, как ей это приписывают? Или, может, она хотела отомстить и ненавидела султану, так как она попала не по своей воле в гарем? Она прошла через боль, утрату и долгий унизительный путь. Смогло ли ее сердце еще раз возродиться из пепла? К сожалению, это для нас так и останется тайной. А вот про любовь героев из сериала мы сейчас поговорим. Друзья, тот, кто хочет смотреть только историю, вы можете посетить наш плейлист «Истории историков». Ссылка будет в описании к этому видео или переходите по подсказке выше. Итак, давайте разберем несколько доказательств того, что Хюррем не любила султана Сулеймана. И первое – это ее разговор с покойной матерью. Вспомните, как к ней пришла мать, и Хюррем сразу же начала свой разговор о мести. Мол, я за вас отомщу, я все сделаю, чтобы Османская империя пала. Но это я, конечно, утрирую, но смысл передала верно. Я думаю, что сами сценаристы были уверены в том, что Хюррем являлась одной из важнейших причин упадка Османской империи. Но это, конечно, совсем другая тема. Мы о ней уже разговаривали вот тут. Ссылка будет в описании или в подсказке выше. Мать просила отомстить Хюррем за то, что эти дикари сделали с ними, и Хюррем обещала, что султан станет ее, и она будет править миром. И так оно и стало. Хюррем верно шла к своей цели, она была уверена, что именно с помощью безграничной любви и преданности она сможет добиться желаемого. Боль ее в сердце не ушло, и месть двигала ею. Но самое главное разоблачение Хюррем являлся разговор с Эфсун. Хюррем подослала девушку в гарем к Мустафе, когда тому было уже пора собирать свой гарем после посвящения мечом перед султаном и янычарами. И тогда Хюррем приложила все усилия, чтобы именно Эфсун попала в гарем к Мустафе. Но это не все. Хюррем научила девушку и привлечь себе Шехзаде. Она сказала все то, что делала сама. Рассказала, что необходимо попросить о посвящении себя в мусульманку. Именно после этого есть возможность стать госпожой. Но пока ты просто иноверка, то их Шехзаде к тебе будет относиться несерьезно. И именно с новой верой Мустафа станет уделять больше внимания девушке. Получается, что когда Хюррем меняла свою веру, она преследовала только одну цель – стать госпожой. И, как упомянуто выше, править миром. Получается, что Хюррем не хотела жить одной жизнью и смотреть в одну сторону с султаном. Также она говорила служанкам, что она будет править не только гаремом, но и миром. Если собрать все моменты, где Хюррем сама же и палит себя, то напрашивается вывод сам собой. Хюррем понимала, что без султана она будет просто рабыней, о которой все забудут и просто выкинут из жизни. Но она должна была отомстить за своих родных. Вот и шла напролом, используя все средства. Она училась и знала хорошо все законы гарема. Именно они ей и помогали, так как сам султан не может пойти поперек своему слову. Вот и получила все, что хотела. Что вы думаете по этому поводу? Давайте обсудим этот момент в комментариях. Не переключайтесь, сейчас мы с вами отправимся в маленькое путешествие по Стамбулу. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте пальчики вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые интересные видео.